Здравствуйте, дорогие друзья! Добрый вечер, добрый день, в зависимости от того, где вы находитесь. Сегодня я хотел бы предложить вашему вниманию очень занимательную тему, которая включит в себя российский шпионаж или разведывательные операции в Соединенных Штатах Америки. Причем это будет не пересказ там чьих-то каких-то газетных статей или чьих-то разоблачений. Это будет совершенно эксклюзивная информация. Вы впервые услышите то, что происходит в этой области. Причем по основному направлению. По направлению основным является сейчас война Российской Федерации против Украины, тут же Соединенные Штаты, тут же и весь основной мир. Я вам расскажу, как создаются агенты влияния или же полезные идиоты. В чем разница между одним и другим, я вам тоже по ходу дела расскажу. И начну слегка, может быть, покажется издалека. Вы, наверное, знаете или слышали о некоторых представителей российской нелегальной разведки, которые были раскрыты в Соединенных Штатах Америки. По-моему, это было где-то в 2010 году. Там около десятка российских нелегалов было сразу, почти одновременно раскрыто в результате, как утверждается, того, что один из сотрудников СВР России сбежал в Соединенные Штаты Америки. Кстати, сбежал он вместе с личным делом одного из агентов, который был генерал-майором и героем России. То есть это чудо, наверное, войдет в историю книги, как это самый эпизод книги Гиннесса в области разведки. То есть никогда такого никогда не видел, не слышал. Ну так вот, и там среди них была одна интеллигентная пара. Они в последнее время появляются часто на экранах российского телевидения. Ну, сейчас же патриотизм, все, а тут вроде президент в России является, вернее, утверждает, и его пиарщики утверждают, что он был разведчиком, хотя этого никогда не было, но льстит себе, и все ему льстят, что он действительно был разведчиком. И в связи с этим, ну, как при Ельцине, самые уважаемые люди были теннисисты, теперь, значит, разведчики. И вот, значит, супружеская пара Елена Вавилова, это супруга. А муж ее, он сейчас преподает, если я не ошибаюсь, в Институте международных отношений, часто выступает на соловьином помете, а она работает в Норильском никеле. И вот я недавно слушал ее интервью, занимательное такое, она рассказывала о своих успехах, ну и вообще о жизни нелегала. И сказала, что одной из функций, или задания, которые они выполняли с мужем, это поиск перспективной агентуры для вербовки российской разведкой. То есть они искали людей, которые имели определенные качества, используя которых российская разведка могла их завербовать. Это да, это называется агент-наводчик, это важная работа. Иногда она приносила феноменальные результаты. Но в случае вот этой пары, да и всех этих 10 остальных нелегалов, надо сказать, что ФБР за ними следило, ну, года 2, наверное, если память не изменяет. Ну, может, детали я немножко перепутаю чуть-чуть. Там 2 года или год, какая разница, собственно говоря. Я не освежал свою память с тех пор, когда их арестовали. Это не важно. Так вот, значит, сколько ФБР долгое время за ними следило, и ни одного из них не могли увеличить в шпионаже. Не потому, что они так супер работали, а потому что они реально ничем не занимались, что можно было предъявить бы им как шпионаж. То есть главная цель их была не провалиться. То есть не сделать ничего такого, чтобы можно было их взять за. Поэтому они не работали в таких организациях, где есть доступ к секретной информации. Они не предпринимали никаких действий для того, чтобы получить доступ к секретной информации.
Ну, это был уникальный случай, когда вот этот герой Советского Союза, генерал-майор, говорит своей жене дома, она перуанка у него, говорит, центр, получил только что депешу из центра, и говорит, центр недоволен низким качеством моей информации. Она говорит, да, и типа, а где же я ее возьму? А она ему в ответ, да что ты паришься, прочитай статью из Вашингтон-Пост, перескажи, скажи, что добыл там. Вот, собственно, и все. А СВР, представитель СВР хвастался, что один из вот этих 10 нелегалов совершил нечто невероятное. Он фотографом, что ли, под крышей фотографа работал. Он добыл план зарубежных поездок Соединенных Штатов, президента Соединенных Штатов чуть ли не на 5 лет вперед. Это, конечно, должно было у специалистов вызвать гомерический хохот, потому что такого списка нет, вообще в природе не существует. Ну, не может президент Соединенных Штатов знать, куда он поедет. Вернее, есть определенные там моменты. Он поедет там на какой-то юбилей стран НАТО. Или там поедет на подписание какого-то там договора. Ну, то есть то, что обязательно должно присутствовать. Там вот сессия юбилейная НАТО будет, вот он туда поедет. А так, чтобы все на 5 лет вперед. Ну, это Mission Impossible. Нет такого списка. Ну, бог с ним. Так вот, значит, она заявила, что они искали кандидатов на вербовку для их изучения. Я думаю, что дело это закончилось никак для них и для внешней разведки Российской Федерации, потому что, ну, не было у них доступа к таким людям. Там описывали его занятия, как он создал компанию, которая кого-то там консультировала. Это была компания «Рога и копыта». Опять-таки, задание состояло в том, чтобы, не дай бог, не провалиться. Ну так вот, и в то же время параллельно в Соединенных Штатах работал разведчик. Можно был разведчик по призванию, Бог его знает. Я неоднократно о нем говорил. Зовут его Дмитрий Саймс. В девичестве это был Дмитрий Симис. Это когда он в Советском Союзе еще жил, учился в МГУ. Я вам рассказывал, что его вывел, там целая комбинация была, вывел его на оседание в Соединенные Штаты Америки и дал ему колоссальный толчок в его шпионской карьере. Евгений Примаков, который в то время был зам директора ММО и одновременно агентом, ценным агентом именно нашего отдела. То есть его личное дело лежало у меня в кабинете несколько лет. И он просто, ну, благодаря, естественно, связям Евгения Примакова, у которого связи были, ну, там по многим направлениям, и по научным, и по этническим, там целый клубок был. И многие разведки мира не могли долго разобраться до конца его смерти, а теперь подавно не разберутся, на кого же он все-таки в основном работал. То есть даже у нас подозревали, что он работает и на ЦРУ одновременно, и на Моссад. В Моссаде, в ЦРУ, наверное, думали иначе. В общем, темнейший был, темнейший. Хотя, ну ладно, с ним, это уже отдельная тема для разговора. Так вот, значит, за время своей деятельности Дмитрий Саймс, то есть центральное у него было, он создал, естественно, при помощи центра, при помощи Примакова, он создал организацию здесь, которая называется The National Interest. Многие, наверное, из вас слышали это название. Под этим же названием долгое время выходил, да и сейчас выходит, издание, которое освещает различные проблемы внешней политики. И Саймс, которого продвинули до того, что когда Никсон ушел в отставку, он стал как бы его личным секретарем и даже, по-моему, директором библиотеки Никсона. Короче говоря, он оброс колоссальными связями, в том числе и в американских спецслужбах. Ну, а центром был, конечно, вот этот The National Interest. И это был, вот как бы я вам скажу, как бы зонтик, под которым работала резидентура. То есть он привлек к себе людей. Во-первых, он их отобрал, вот то, что должна была делать Елена
Вавилова с мужем. Но в отличие от них он делал это просто великолепно. Естественно, ему подсказывали из Москвы, по каким критериям это делать. Он выбирал людей из бывших высокопоставленных. Высокопоставленных – это политиков, дипломатов, военных, сотрудников спецслужб американских. А жизнь у них такая: заканчивается работа, а там уже внуки, а им надо в колледж. Короче говоря, главная задача после этого – заработать на основании того, чего ты достиг к этому времени, заработать много денег. В Америке это заканчивалось чем? То ли книгу напишешь, это самая такая амбициозная идея, или там сядешь председателем совета или консультативного какого-то совета, но это немного. А в годы Холодной войны работать, скажем, на Советский Союз, да даже на Саудовскую Аравию было как-то так немыслимо. И другое дело, все изменилось после окончания Холодной войны. И после этого открытые двери, то есть заветная мечта была бывших высокопоставленных, у которых вся голова набита секретами и ноу-хау, как работать с таким механизмом, как Соединенное правительство или government Соединенных Штатов Америки, что не знаю, там каждую шестеренку, и там есть масса вариантов, куда можно шпильку засунуть, и весь этот механизм застопорится. И вот этих людей начали нанимать там в Саудовскую Аравию, там, куда только они не начали наниматься, а он их начал привлекать к себе. И, видимо, предлагал деньги гораздо больше за их творческую деятельность, чем это делали американские аналогичные структуры. Но есть еще целый, вот они провели колоссальную операцию, я вам должен сказать. Есть научно-исследовательские центры в Соединенных Штатах Америки, которые, как бы, фабрики мысли их еще называли, которые вырабатывают стратегию. И в зависимости, там приходит новый президент, ему ближе его душе, сердцу вот именно такое вот направление, как, ну, скажем, там Heritage Foundation представляет. И он оттуда берет и людей с их наработками там и так далее. Вот Трамп сейчас, это Heritage Foundation. Другому нравится Брукинский институт. Третьему там Джонс Хопкинс. То есть, если так теоретически вложить деньги в них всех, то это вполне реально, ты будешь держать в своих руках весь мозг внешнеполитического и внутриполитического механизма Соединенных Штатов Америки. И они живут на подачке. До окончания Холодной войны это подачки были американские, там корпорации различные, прочие центры. А потом, ну, поскольку Холодная война закончилась, теперь все люди братья, ушлые, и особенно это началось с приходом Путина к власти, президентское кресло, значит, из Москвы начали делать взносы. Различные якобы российские независимые лица начали делать свои contribution или донаты свои делать. Ну и в некоторых случаях эти донаты стали критически важные для этого учреждения. Туда попадали люди по рекомендации со стороны. Короче говоря, внешняя разведка Советского Союза, то есть России, проникла в эти институты. Со стороны формально все было нормально, все было окей. То есть там какой-то олигарх, якобы независимая личность, и вложил туда несколько сот миллионов долларов, допустим. То есть никаких ограничений по закону, ничего. Но они даже не задумывались, или даже не хотели задумываться, какой частный олигарх в России. То есть все делается очень просто. Тот же самый Путин дает задание Патрушеву, Патрушев Бортникову. Бортников вызывает так называемого олигарха, который для него является Тяпкиным-Ляпкиным. Подать сюда Тяпкина-Ляпкина, который там тем же Норникелем сейчас руководит, или там еще какой-нибудь золотом каким-нибудь. Ну и говорит, вот мы посовещались, ты, Вася, должен сделать
существенный вклад в такую-то вот научно-исследовательскую организацию в Вашингтоне. Ну и Вася делает. А потом, значит, тот же самый Борхев будет говорить Васе, что он там должен делать как один из главных финансовых доноров этой организации. Вот так работал тот же The National Interest. И он оброс, ну, очень влиятельными мыслителями, и хорошие они статьи писали. Но потом случился вот конфуз с Трампом. И в процессе расследования завалилось очень много людей. Дело о шпионаже не смогли довести, потому что посадить в Соединенные Штаты за шпионаж – это нужно поймать на горячем. То есть прямо вот во время проведения тайниковой, допустим, операции, передачи секретной документации от одного другому, иначе невозможно. Можно было привлекать бы за то, что не зарегистрирован в качестве иностранного агента. Это другое дело. Но, значит, опять-таки, дело такое кропотливое. А тут это же целая история в Соединенных Штатах Америки, расследование по поводу Трампа. Все говорили, там, колоссальное расследование проводит Мюллер, бывший директор ФБР. Какое там расследование? У них времени-то не было для того, чтобы эту глыбу всю поднять. Они по свисту подняли всю информацию, которая лежала вот в настоящий момент в ФБР. Ну, дошло там Дмитрий Саймс. Ну, давай сюда Дмитрия Саймса. И ему задают вопросы, а он отвечает. И в Америке это просто, ну, прямой вопрос. Там, вы шпион, вы работаете на Москву. Тут, да что вы, да нет, конечно нет. Короткие вопросы, короткие ответы. Все, иди гуляй. Там, у нас еще надо 1200 таких интервью провести и так далее. Но тем не менее, значит, что вскрылось, приближаясь к нашему вопросу? Дмитрий Саймс подготовил там, ну, колоссальную плеяду, и одним из них стал некто Марк Епископос. Я за ним наблюдаю уже с тех пор, как он начал появляться на соловьиных пометах. А произошло это с начала российской агрессии против Украины. Я его никогда не видел. В основном я его слышал, выступления на радио, на соловьином помете. То есть это молодой человек, блестяще подготовлен, он по-русски говорит практически, ну, с очень маленьким акцентом. Значит, я посмотрел дальше, что же это за человек. Оказывается, человек в значительной степени загадка. То есть неизвестно, где он родился, когда он родился. Он появляется вот в интернете как бы на свет, когда он уже учится где-то, по-моему, в Бостонском университете. И вот всю свою жизнь после окончания средней школы, неизвестно, где он ее закончил, надо полагать, что закончил, потому что вот уже в Бостонском университете он начинает изучать русский язык и историю. Дальше он очень долго учится, и его диссертации, то есть он начинает заниматься, написал магистерскую диссертацию о великой стратегии императорской России в отношении Османской империи с 1682 до 1796 года. Вот откуда начал копать. А докторская диссертация его была посвящена исторической памяти современной России о Второй мировой войне. Он, значит, в Бостоне учился, потом в американском университете. Раньше американский университет во время Холодной войны – это была кузница кадров для государственных служащих, спецслужб в Соединенных Штатах Америки, которые работали вовне страны. То есть, допустим, то же самое Центральное разведывательное управление. То есть полусекретная почти организация была по качеству отбора людей, которые там работали. После окончания Холодной войны это превратилось как в проходной двор. Туда опять-таки проник, вот по той схеме, которую я вам описал, внешняя разведка Российской Федерации. И там работали люди, которые уже в третьем поколении были сотрудники советского, то есть еще Советского Союза, потом уже России и так далее.
Ну, вот я, в принципе, могу прямо биографию написать бы, как и описать, как его завлекали в эти сети кремлевские этого господина епископоса. Но это не тема нашего сегодняшнего разговора. Скажу лишь так, что его привлекли. Вот качество, разница, то есть единственный вопрос, то ли он агент, то ли он доверительная связь, что равно полезному идиоту. Разница. Агент – это человек, который знает, что он работает на внешнюю разведку другой страны, ну, в данном случае России, и сознательно выполняет ее задания. Доверительная связь. Человек поддерживает хорошие личные отношения с сотрудником разведки, ну, в данном случае российской. И из-за вот этих хороших отношений он выполняет не задания, а просьбы. Вот и разница, понимаете? То есть всегда можно сказать, так я просьбу выполнил, не задание. Во-вторых, ну, он мне не ставил задание, он просто попросил. Так. То есть грань очень тонкая. Для разведки это существенная грань. Но всегда можно забить мозги, если к тебе пришло ФБР и задают тебе вопросы. Всегда можно сослаться, что идиот. Ну, не понимал я, понимаете, ну, не знал и так далее. То есть грань очень тонкая. Я думаю, что все-таки, вот из того, что я слышал, что он говорит, рассказывает, он производит впечатление человека серьезно увлекающегося Россией. Я видел таких в жизни, в оперативной своей жизни, людей, которые не мыслили себе жизнь без России. Вот фанаты просто, казалось, откуда? Откуда? Из Туманного Альбиона. Что тебе в этом Советском Союзе? Нет, не могу и все. Дайте, хочу заниматься. Ну вот, видимо, из такого, есть такие фанаты, подтверждаю, знаю. И, видимо, из таких вот и был, и есть господин епископос. И он хотел и хочет, наверное, быть объективным. То есть для него, и тоже и такие люди есть, главное – это вот идея. Он считает, что он объективно рассматривает проблему со всех сторон. Неважно, он американец или российский, он ставит себя, когда он рассматривает проблему с российской стороны, он ставит себя на место россиянина, когда с американской, американца и так далее. В результате возникает, как правило, полезный идиот. И вот его начали раскручивать активно на соловьином помете. То есть, я бы скажу, это уже вот целую сфору привел на свою программу телевизионную этот самый Дмитрий Саймс, когда ему пришлось бежать из Вашингтона после этого расследования Мюллера. И он захватил к себе на телепередачу звезды, так сказать, которые он привлек до своего national interest. А этого он сдал епископоса. Я не помню, выступал он по телевидению или нет у Саймса, но он его сдал этому самому Соловьеву, и тот эксплуатировал нещадно на своем радио. Ну, Соловьев, понимаете, это же не интеллектуал, это тупой дубовый пропагандон. И он пытался с вот этой тонкой натурой, которая является собой самый епископос, пытался выжать из него такие дубовые формулировки, типа «я осуждаю политику администрации Байдена, американцы козлы», ну типа вот как лепят некоторые другие, там вот этот самый есть Стивен Сигал, затем есть еще там пару сумасшедших, этот педофил Риттер, вот такие дебилы, там еще полковник один есть, вот которые говорят то, что нужно, как раз то, что требуется для кремлевской пропаганды. А епископос, вот он ставит дубовый вопрос этот самый, а он мнется, ему не хочется вот как-то так отвечать на этот вопрос. То есть он не хочет уронить свою репутацию, которая у него существует для самого себя. Я имею в виду епископоса. И он так постепенно, я вот
многие месяцы уже не замечая его появления на соловьином помете. И после этого, видимо, в центре поняли, что the national interest безвозвратно потерян, то есть ассоциация с ним – это уже компрометация на долгосрочную перспективу. Потому что до этого от его имени, это уже началась война, на начальном месяце этой войны, от имени этого the national interest на телепередачах Дмитрия Саймса выступал там бывший американский посол в Германии, такие крупнейшие фигуры, которые говорили правильные научные вещи. Короче говоря, в конце концов, он был дискредитирован, the national interest, и Марк, епископос, так потихоньку перекочевал в Quincy Institute. Есть такой институт, который называется институтом ответственной политики. Там тоже компашка собралась, к подбору которой причастен, я так понимаю, Дмитрий Саймс. Это люди уже не никак якобы не запятнанные связями с Российской Федерацией, вроде бы. И они такие типа научные, либеральные, просвещенных взглядов, но когда так посмотришь в целом на эти взгляды, получается как-то все пути ведут в Москву, в Кремль. Но, тем не менее, это для епископоса оказалось, так сказать, шаг назад. То ли пытается его спасти на будущее, я имею в виду Москва в своих планах, то ли он решил как-то так, золотая рыбка махнул хвостиком, ушла под корягу. Где-то так. Но, видимо, эксплуатация его, то ли в качестве агента, я уверен, что его представляют в СВР как агента. Потому что ему могут попросить, напиши такую статью. Помнишь, мы с тобой позавчера так обсуждали, в рамках этих обсуждений напиши статью. Просьба. А в ответ, в отчете о проведенной беседе, которую он напишет в центре начальнику отдела, там будет написано: оперработник поставил агенту задание подготовить статью по таким-то тезисам. 1, 2, 3, 4, 5, бом. Потом выходит статья. Видите, я поставил задание, человек выполнил. Так выполнил он задание, то ли как полезный идиот, то ли он выполнил просьбу, то ли он выполнил задание, опубликовал в издании The Hill статью, которая называется «Мирный договор между Россией и Украиной был возможен 2 года назад и остается возможным сегодня». Сейчас, в этой части, или в следующей части, мы разберем это на молекулы и посмотрим, почему я хочу вам внимательно прочитать и разобрать эту статью. Потому что эта статья – это тезисы центра, московского центра. Это то, что хочет Россия. И она хочет в этом убедить определенные круги в Соединенных Штатах Америки, чтобы они пошли навстречу. И совместными усилиями они добились от Украины то, что нужно Кремлю. Сейчас мы это и будем с вами разбирать. На этом моменте, дорогие друзья, мы с вами прервемся. Как говорится, первая часть этого сериала закончена. Встретимся во второй части, где перейдем к главному вопросу. Как и зачем используются агенты влияния Российской Федерации в Вашингтоне по вопросу о Украине, и что реально хочет Москва в настоящее время. Потому что именно в этой ИПСО, в этой операции влияния или активном мероприятии, о котором я вам рассказываю, и содержится реальный интерес, реальный замысел Кремля. Это не размышления там теоретически, может так Путин хочет, а может он сяк.
это вот действительно то, что он хочет. Об этом во второй части.